Почти 4 месяца войны, минус более 109 миллиардов долларов, нефть выше 100 долларов за баррель, увеличение инфляции до уровня 2023 года, рост цен, бензин по 5 долларов и насмешки стран мира над США и Трампом, ради того, чтобы Иран просто пообещал, что не будет делать ту самую ядерную бомбу. И нет, обогащенный уран США забирать не будет, он остается в Тегеране. Именно это является главным условием сделки века из 14 пунктов, которые опубликовало иранское издание. Да, 4 месяца назад Трамп поверил Нетаньяху, что можно провести быструю операцию в Иране, как это было в Венесуэле, сменить там руководство, закрыть их ядерную программу и по старым канонам демократии получать хорошие проценты с иранской нефти. Вот она настоящая свобода. Одни плюшки. Нефть, контроль Китая через нефтяную иглу, а также Израиль раз и навсегда ослабляет своего главного противника. Но по итогу побеждает именно Иран. У него минус санкции, разморозка 24 миллиардов долларов и тот самый уран остается в стране. Как будто бы Иран начал эту войну и диктует свои условия. Из этого и вытекает самая главная проблема. 10 июня отчет по ИПЦ в США показал рост инфляции до уровня 4,2%. В последний раз похожие значения были в мае 2023 года, но проблема в том, что тогда инфляция падала, а сейчас она наоборот растет. И скажу честно, нам было бы плевать на то, что происходит с ценами в США, если бы не политика ФРС, которая напрямую контролирует финансовые условия и поток ликвидности на рынке. А если инфляция высокая, то и ставки тоже остаются высокими, что не дает инвестиционному капиталу перейти в максимальный риск. Так вот, 17 июня пройдет заседание ФРС, которое проведет Кевин Уорш. Это его первое заседание на посту главы ФРС. И проблема в том, что никто не знает, чего ждать от Уорша. Потому что если до роста инфляции шансы на снижение ставки были чуть ли не 100%, то теперь, когда она выше 4%, в тупую резать ставки по требованиям Трампа и гнать экономику в стагфляцию не просто опасно, но и глупо. Или возможно нет. Именно этот ключевой вопрос я сегодня и разберу, потому что было только несколько случаев в истории, когда ФРС снижала ставки, а инфляция росла, и мы узнаем, будет ли что-то похожее на этот раз. Я расскажу, пойдет ли Уорш на поводу Трампа в снижении ставок, и что будет с биткоином до и после заседания. 17 число – главная дата следующей недели, так что смотрите видео до конца, ведь там я расскажу, как буду торговать на фоне этого события. Обязательно ставьте лайк, это лучшая поддержка канала, пишите комментарии, бонус 10 долларов забирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, друзья, под конец недели начали разгонять тейк о долгожданной сделке и окончании войны в Иране, после того, как Трамп в очередной раз сказал, что все идет к завершению. Но давайте не забывать, кто такой Трамп. У нас есть важные точки соприкосновения. Они хотят заключить сделку, и мы очень хотим заключить сделку. Ну, я думаю, мы это закончим. Я не могу сказать вам наверняка. Они очень хотят заключить сделку. Вы даже не представляете, насколько. Я вижу возможность сделки в Иране. Мы были очень близки к сделке. Я думаю, это почти закончилось, да. Я имею в виду, я считаю, что это почти закончилось. И все выглядит очень хорошо. Мы заключим сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка. Этот процесс должен пройти очень быстро. Мы закончим эту войну очень быстро. Они так сильно хотят заключить сделку. Мы думаем, что близки к сделке, и это нормально. Мы на завершающей стадии того, что станет очень-очень хорошей сделкой. Сегодня исполнилось 39 раз, когда он говорил что-то подобное. Именно поэтому, чтобы вам не нужно было тратить время и разбирать, насколько важна какая-то новость или заявление, переходите в мой телеграм. Там только то, что реально влияет на рынок, без лишнего спама, четко и по делу. Мое мнение по рынку и торговые идеи. Так что присоединяйтесь к одному из самых больших криптосообществ на рынке. Перед разбором предстоящей встречи ФРС хочу пару слов сказать про войну с Ираном. Похоже, готовится очень странная сделка. Настолько странная, что это либо гениальный ход, либо полная капитуляция, которую пытаются упаковать в обертку победы. Иранское агентство опубликовало меморандум из 14 пунктов. Я прочитал их внимательно. И если честно, ощущение победы Вашингтона, там нет слова совсем. Говорю сразу, Трамп сказал, что эти условия фейк. Но давайте все равно разберем. Смотрите, что получается. Война должна прекратиться на всех фронтах, включая Ливан. Это первый пункт. Ормузский пролив открывают в течение 13 дней на условиях Ирана. Одновременно США за тот же срок снимают морскую блокаду, то есть размен позиционный, не в пользу США. Дальше еще жестче. С Ирана снимают санкции, разблокируют 24 миллиарда долларов замороженных средств, и это не все. США и союзники якобы готовят план восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов. То есть 300 миллиардов. Это даже больше, чем было потрачено на саму войну. А теперь самое главное – ядерный вопрос. Его просто выносят за скобки. Отдельные переговоры на 60 дней. В меморандуме Иран не отдает уран, сохранят ракетную программу, но обещают не создавать ядерное оружие. То есть просто обычное обещание. Без механизмов контроля, без допусков экспертов, просто обещание. Что мы имеем по факту? Иран сохраняет ключевые рычаги давления – пролив, прокси-силы и ядерную программу. Также открывает Ормузский пролив на своих условиях, получает разморозку, снятие санкций и план восстановления на сотни миллиардов долларов. А взамен дает слово.
Это не условие победителя. Это очень дорогая попытка выйти из конфликта, не признавая провала. Трамп, конечно, может выйти перед камерами и назвать это великой сделкой. Он это умеет продавать. Но если смотреть трезво, то на международной арене это выглядит как настоящее уничтожение США. И здесь два варианта. Либо Трампа реально загнали в угол, экономически, политически, ресурсно, и это единственный способ перевести дух, либо сделка просто дает короткую паузу, передышку перед новой волной ракет и эскалации. И тогда меморандум не стоит бумаги, на которой он напечатан. Для рынков, да, на подписании может быть небольшой позитив, но я бы не ждал сильной эйфории. Умные деньги, скорее всего, будут продавать на росте, потому что главный вопрос не в том, подпишут ли документ. Главный вопрос, сможет ли такая сделка вообще удержать Ближний Восток от нового взрыва. И вот здесь у меня большие, очень большие сомнения. И как я говорил в прошлых роликах, война – ключевой фактор роста нефти, а нефть стимулирует рост инфляции. И теперь вопрос, как в таких условиях будет действовать Кевин Уорш? Забегая наперед, скажу сразу, снижения ставки, конечно же, не будет. Но вопрос в другом. Какая будет риторика? Уорш не будет косить под лояльную пешку Белого дома. Это важно понять сразу. Если вы ждете, что он выйдет и скажет «мы опускаем ставку, потому что так сказал Трамп», это нереальный сценарий. Он скажет примерно следующее. Ценовая стабильность – это фундамент. Инфляция в 4,2% неприемлема. Но мы понимаем природу инфляции. Это не перегретый спрос. Это результат разорванных цепочек поставок, тарифной войны, а также хаоса в геополитике. Поэтому ставку мы сегодня не меняем. Но политика 2022 года больше не работает. Мы запускаем новую главу. То есть, понимаете, не меняем, но и не обещаем держать высоко вечно. Касательно его общего курса, я уверен, Уорш не пойдет по пути тупого повышения ставки. Он понимает, что экономика и так трещит, война жрет бюджет, дефицит бешеный. Зажимать бизнес дальше, значит спровоцировать события, после которого ФРС будут винить во всем. Что он сделает? Он начнет менять структуру баланса ФРС. Это будет продажа коротких бумаг и покупка длинных. Снижение доходности без включения печатного станка. Формально QT продолжается, по факту скрытое смягчение для ипотеки, для долговых рынков, для правительства, которому нужно занимать триллионы. Это курс Уорша. Жесткая риторика спереди, техническое смягчение сзади. И для нас тут самое интересное – это реакция рынков. В день заседания я жду ложное движение вниз. Это классика. Первая реакция на ястребный тон пресс-конференции – фьючерсы летят в минус. Люди читают заголовки. Уорш не обещает снижения, ФРС сохраняет бдительность. Минус 1,5-2% по S&P за первые полчаса. Но дальше включаются мозги. Умные деньги начинают переваривать детали. Увидят намек на скрытое смягчение, увидят, что ставку не повысили, хотя могли, и поймут – хуже не будет. К закрытию торгов я жду нейтрали, или даже небольшой плюс. Это будет не эйфория, это будет легкое облегчение. А вот облегчение на таких уровнях неопределенности – это уже хороший сигнал. Но как бы Трамп нам не надоел своими комментариями, его последнее заявление хорошо дампили нефть, ниже $90, что в результате снижает давление на инфляцию. И я буду повторять снова и снова. Главная проблема сейчас – это дорогая нефть. Убираем этот фактор, и все меняется кардинально. Поэтому какой будет там сделка, не важно. Главное, чтобы открыли Ормуз, и нефть пошла вниз. В ближайшее время шансы, конечно же, небольшие, но мне кажется, что уже выше, чем раньше. Что касается биткоина, то он также будет 100% реагировать на заседание ФРС. На последних 5 встречах ФРС биткоин реагировал нестабильно. 3 раза падал, 2 раза рос. А средняя реакция за сутки была около минус 1,5%. Как показывает практика, самая большая волатильность именно перед заседанием. Так что в это время мы активно будем торговать. Ведь аналитики нашей подписки Coin22 Pro уже готовят для всех участников сделки. И торговать под какие-то события это лучшее время. Например, вчера 12 числа мы трейдили на преселе SpaceX до начала торгов через нашего официального партнера BitGet. И заработали как на росте, так и на падении. Потому что волатильность была от 10 до 15% в часовом таймфрейме. На фоне встречи ФРС движение, конечно же, будет меньше. Но тем не менее оно все равно будет, что даст возможность зарабатывать. Для детального изучения у нас есть подробное обучение, разбитое на 3 отдельных направления. Это трейдинг, опционы и систем, где все можно соединить в одну рабочую систему. Также сейчас на просадке мы помогаем собирать индивидуальные спотовые портфели и говорим, какие именно монеты лучше откупать прямо сейчас. На каждом этапе работы есть сопровождение и поддержка 24/7. Поэтому, чтобы зарабатывать на таких событиях, как ФРС, IPO SpaceX, данных по инфляции и многих других, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Последнее, что бы хотел сказать по поводу ставки ФРС, это то, что будет дальше после первого заседания Уорша. Давайте честно, инфляция 4,2%, война продолжается, тарифы работают как налог на все импортное. В нормальном мире при таком фоне о снижении ставки даже не думают, но мы живем не в нормальном мире, поэтому давайте я разложу свою оценку. Июнь 2026 года. Первое заседание ФРС. Вероятность снижения 5%, не больше. Почему? Первый выход перед камерами. Ему нужно выстроить репутацию. Если он сразу опустит ставку при инфляции в 4%, а в данном случае выше, его запишут в марионетки Белого дома. Рынок облигаций накажет мгновенно. Доходность улетит, доллар рухнет, инфляционные ожидания вырастут. Уорш этого не допустит. Это было бы самоубийство всей его карьеры. Сценарий июля – пауза. Жесткий тон, но намек на гибкость. Сентябрь 2026 года. Вот здесь начинается вилка. Если инфляция к тому моменту опустится хотя бы до 3,7-3,8%, вероятность снижения возрастет до 35-40%. Почему не выше? Потому что одного месяца мало. Уоршу нужен тренд, а не точка. Он будет смотреть на три вещи. Базовая инфляция месяц к месяцу, инфляционные ожидания потребителей и рынок труда. Если безработица начнет ползти вверх хотя бы до 4,5%, это станет его козырем. Он сможет сказать: мы снижаем не потому, что Трамп попросил, а потому, что рынок труда сыпется. Сентябрь – это момент, когда впервые прозвучит фраза «ФРС начинает обсуждать параметры нормализации». Пока не действует, но уже сигнал. Декабрь 2026 года. Здесь я даю самую высокую вероятность снижения в этом году – 60-65%. Почему так много, несмотря на инфляцию? Смотрите на календарь. Декабрь – это конец года. Политический сезон в США заканчивается, промежуточных выборов нет, можно принимать непопулярные или спорные решения, без немедленных электоральных последствий. И что важнее, к декабрю у Уорша будет уже полгода за плечами, чтобы подготовить рынки. Казначейству нужно будет рефинансировать гигантский объем долга. Высокая ставка – это высокий процент расходов. Администрация будет давить не публично, а через советников ФРС. В Уорш это давление конвертирует в аккуратное техническое снижение на 25 базисных пунктов. То есть не 0,5% и не процент, а именно просто четверть пункта с особой формулировкой. Мы начинаем осторожную нормализацию, сохраняя бдительность в отношении инфляционных рисков. И получается вот такая суммарная модель на этот год. Я оцениваю вероятность хотя бы одного снижения до конца года в 60%. Вероятность того, что ставка останется неизменной весь год, 40%. А вероятность повышения почти 0. Я не вижу сценария, при котором Уорш пойдет на ужесточение. Он не самоубийца. Главный риск такого прогноза – это нефть. Если конфликт на Ближнем Востоке снова усилится и бренд уйдет выше $100, а инфляция ускорится, то тогда никакого снижения в декабре не будет. В этом случае вероятность падает до 15%. Но это форс-мажор, а не базовый сценарий. То есть вот такой мой расклад. Июнь – 0 движений, сентябрь – подготовка рынка, декабрь – первое снижение, если все будет хорошо. Ставка может пойти вниз, медленно, с оговорками, но вниз. Поэтому я буду внимательно слушать Уорша на следующей неделе. И, кстати, все ключевые тезисы его пресс-конференции будут у меня в Telegram. По крипте, именно по биткоину, под которого подстраивается весь рынок. В принципе, все идет по сценарию, который мы разбирали вот в этом видео. После тестирования зоны 60 тысяч, биткоин начал постепенно восстанавливаться и плавно двигаться вверх. Сейчас рынок пытается отыграть локальный отскок после сильной просадки. Если покупатели смогут удержать цену выше ключевой поддержки и не будет нового давления со стороны фондового рынка или макроэкономики, то в рамках июня сохранится потенциал движения в диапазон 65-67 тысяч. Но пока я это рассматриваю как локальный отскок, а не как полноценный разворот тренда. Для подтверждения этого движения рынку нужно закрепиться выше этого диапазона и показать устойчивый спрос. Поэтому если говорить о торговле в ближайшие пару недель, я бы в первую очередь смотрел на три ключевые зоны: локальную линию тренда, поддержку в районе 62 тысячи и ближайшее сопротивление 65 тысяч. Есть вероятность, что до встречи ФРС или уже после цена еще раз опустится в этот диапазон, протестирует линию тренда и поддержку, после чего развернется вверх с попыткой пробить сопротивление 65 тысяч. В таком сценарии одним из рабочих вариантов может быть открытие лонгов от зоны поддержки с фиксацией прибыли ближе к сопротивлению. То есть идея в том, чтобы не просто открывать лонги по рынку, а дождаться повторного теста сильной области и уже от нее искать точку входа. Пока основная идея такая: если уровень 62 тысячи удерживают, то биткоин сохраняет потенциал для движения в сторону 65-67 тысяч в рамках ближайших недель. И вот именно от этого сценария я буду торговать. Но если наложить прошлые циклы биткоина друг на друга, видно, что вершина чаще всего в
формировались в одном и том же временном окне, примерно с сентября по ноябрь третьего года цикла. Именно в этом окне текущий цикл уже показал сильный максимум в районе 124 тысяч. Но самое важное здесь не только вершина, а и нижняя точка цикла. На графике видно, что прошлые циклические минимумы также часто появлялись в похожем временном диапазоне, примерно в сентябре-октябре 2004 года. То есть логика графика такая: если история снова повторится, то после текущей фазы перегрева и коррекции рынок может еще пройти через более глубокое снижение, а главное окно для поиска дна может оказаться ближе к осени, как я говорил в одном из прошлых видео. И если смотреть на прошлые медвежьи рынки биткоина, то каждый из них длился примерно 365 дней, от вершины цикла до финального минимума. В цикле 17-18 годов падение заняло около 12 месячных свечей, в цикле 21-22 года ситуация повторилась, а в текущем цикле прошло уже 9 месячных свечей. То есть если биткоин снова будет идти по историческому сценарию, у рынка может оставаться еще около 3 месяцев до формирования полноценного циклического дна. Ситуация, конечно же, может меняться в зависимости от разных факторов, поэтому, чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на канал, переходите в Telegram, там все самое актуальное, поддерживайте видео лайком и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч!